В детстве вначале мы учим какое-то одно слово, потом еще и еще. Слова состоят из кусочков событий, которые мы плотно связываем своим восприятием. Но в эти подробности в раннем детстве мы не вникаем. По мере взросления мы переоцениваем багаж слов и событий, расставляя их более целесообразно, более взвешенно. При этом меняется наша картина мира. Слова мы сочетаем между собой, комбинируем и смотрим на получившийся результат. Между ними мы создаем связи. А связки слов мы потом раскладываем по полочкам. Или используем другую форму порядка, чтобы в дальнейшем применять ее в жизни. И этот процесс непрерывен. Какую картину мира из известных тебе слов ты сумеешь создать, такой мир и будет существовать вокруг тебя. У нас не всегда есть термины, чтобы описать нечто новое. Мы их выстраиваем постепенно. Потому что это новое нужно строить свое мышление прочно, но гармонично. Некоторые существа, вначале не знавшие слов вообще, однажды начинают думать, что знают достаточно, и впадают в меланхолию, будто бы достигли понимания размерами за бесконечность. Но это не так. В этом случае их картина мира всего лишь исчерпывает варианты развития. И чтобы уметь жить дальше, им нужно что-то менять в ее основе. Мысли фиксируются вашим вниманием в условно-устойчивой конструкции из оттенков настроения, звуков и информации. Так рождаются термины и слова, которые вы можете думать. Количество мыслей гипотетически безгранично, но ваше внимание имеет ограниченный резерв. Поэтому, добавляя в свое мышление новые элементы, вы переконфигурируете существующую у вас модель каждый раз. В противном случае, так называемые свободные, неуложенные концы будут мешать вам двигаться дальше, цепляя вас за обрывочные, непроработанные идеи. При помощи связей мы можем комбинировать мысли, сочетать и выстраивать их в различном порядке и форме. Прочность, вид этих связей тоже бывают разные. Категории мышления, принципы, по которым происходит сортировка идей, можно брать новые, менять старые или вовсе отказываться от них. Так, например, подсознание – это термин, введенный в поле человеческих слов лишь недавно, но ставший популярным. Но это слово «подсознание» – лишь один из многих способов говорить и думать о некоторых вещах. Используемые в мышлении лингвистические конструкции определяют восприятие. Когда внимание фиксирует группу элементов как, например, дерево, оно откладывает его облегченную версию, его символ, к себе в копилку. И далее оно соотносит этот эталон с различными предметами и явлениями, распознавая и угадывая подобное ему в окружающем нас пространстве. Копилку символов можно пополнять специально. Так, например, можно зарисовать понятным только для вас символом события, действия или явления. Или даже набросать на бумаге, используя символы, сложную ситуацию, решение которой нужно найти. И взглянуть на нее как бы со стороны, как на самого себя. Если же перед вами стоит задача экстра-класса, и кроме смутного, еле уловимого образа ничего больше нет,
Попробуйте набросать это ощущение на бумаге. Зафиксируйте его хотя бы в виде абстрактных каракулей. И после этого начинайте перебирать свою копилку символов и подставлять их тем или иным элементам зафиксированной вами абстрактной идеи. Записывайте, зарисовывайте или запоминайте образы и мысли, которые получается конкретизировать, и разбирайте картинку дальше. Поворачивайте ее под разными углами, изучайте с разных сторон и разными методами. Постепенно вы сумеете разобрать этот абстрактный образ на понятные вам формулировки. Это не просто, но это получится, если этому тренироваться. Однажды, узнав много-много классных и сложных штук, вы можете начать думать, что достигли совершенства хоть в чем-то. Но по сравнению с другими вы даже не начали. И никогда не забывайте, что вы из себя представляете на самом деле.